Всем привет, дорогие друзья, и сегодня на новичке мы выполним задание рейдеров. Первое это С4, попробуем найти С4, третий этаж, очистить от зомби нам нужно, плюс конечно же убить 5 турелей, то есть 3 задания рейдеров я попытаюсь выполнить сегодня. Друзья, я не могу сейчас снимать это у нас основу, потому что у нас вышла альфа, и как бы там есть какие-то моменты, да, которые показывать нельзя на данный момент, так что ожидаем, конечно же, в скором времени новенькую обновку, а мы пока будем на новичке. Я надеюсь, что вы прожмете максимально жестко лайки, потому что нужна ваша обязательно поддержка, но попытаемся, конечно же, и сегодня вот это все дело выполнить. Так, значит, я с собой не брал никаких оружий, таких, знаете, там, дубинки, там, какие-то оружия ближнего боя, набрал с собой огнестрела, потому что хочу сегодня разбомбить пацанов. Насчет слепого охотника, не знаю, можно сходить, конечно же, что-нибудь найти у него, потому что нам нужно также открыть красный ящик для того, чтобы получить С4 и так далее. Вот, но дело такое. Давайте первым делом мы выполним задание третьего этажа, убьем 5 турелей, а там уже посмотрим. Погнали на третий этаж бункера Альфа. Я буду быстренько здесь проходить. Здесь можно было, в принципе, конечно же, использовать наш метод. Это чисто 3 гранаты, но давно я не бомбил, скажем так, огнестрелом. Попробуем сегодня долбануть немножко огнестрельчиком, вот так вот поубивать каких-то зомбарей. Наша задача это еще 3 турелечки долбануть, а 3 турелечки, чтобы вы понимали, это нам не только третий нужно, но и скорее всего пойти на 4-й, потому что на 3-м этаже у нас, конечно же, не хватит по-любому никаких там ресурсов. Нам нужно будет больше намного, чем мы думаем, потому что, сами понимаете, тут 3 турели никаких нету. Вот, нам нужно еще будет 4-й этаж. Там у нас, ну, в принципе, там будет достаточно. Вот тут первая турелька. Для нее я буду чисто использовать эмочку. Правильно, вот эмочка нормально будет, наверное. Вот так вот, да, вот так вот. Расстояние какое-то там есть. Вот так вот делаем ветер быстренько. Чисто хочется сегодня огнестрельчиком побомбить. Нормально, знаешь, как в старые добрые времена. Куча огнестрела, но, понятное дело, это новичок, тут, конечно, лучше, конечно, экономить, максимально экономить, я бы сказал. Вот, но будем стараться, конечно же, на расслабоне тоже играть. Вот, просто захотелось взять огнестрельчик и понаяривать вот по пацанам, вот так вот нормально. Вот скажите, как классно это делать. Я думаю, что да. Так, тут у нас что? Зеленые твари, давайте идите сюда, сейчас мы быстренько вас долбанем. Долбанем так долбанем. Вот, я буду собирать талоны, тоже, знаете, какие-то зеленые, желтые, я не, скажу, что у меня их, в принципе, немного, но и не скажем так, достаточно, да, я, то есть, могу целый месяц, неделю открывать, так как я на рейдах находил, у меня около 200, я не помню, зеленых талонов, плюс желтые, там 200 или 100, я точно не помню, это нужно смотреть дома, и потом уже будем. Так, ВСС-очку я где-то использую, не знаю, есть ли смысл туда бежать, есть ли смысл или нет, или просто пробежаться, вот. А что оно не закидывает, смотрите, если я вот так вот делаю, да, а вот так вот не закидывает, видите, раньше закидывало, интересно, что оно не закидывает. Прикол, да, какой-то непонятный. Вот что это за прикол? Ну ладно, пускай так и будет. Так, давай вот тут убиваем. Вот тут, пацаны, ребята. А, тут можно ВСС-очку какую-то использовать. Я ее использую, потому что она у меня лежит. Там немножко на нее хпшечки было. То есть, просто так, чисто ради прикола мы сделаем ветер. Так, тут толстяк. Конечно, было бы хорошо его убить оружием ближнего боя, но ладно, ничего страшного, я думаю, и так разберемся. 1-2 каких-то яростных гигабайта мы уберем, вот для того, чтобы нам прокачать немножко и уровень, и в принципе что-то еще прокачать. Вот дробовичок можно использовать, чисто огнестрельное настроение, хочется на новичке почувствовать себя каким-то топовым, ну скажем так, топовым выжившим, потому что я на основе, понятное дело, всегда стараюсь. Только, скажем так, даже всегда я на огнестреле, да, вот, до тех моментов, пока у меня он был, то есть не было, когда у меня огнестрела, понятное дело, мы использовали обычное оружие ближнего боя, а сейчас, когда ящики забиты полностью, вот, уже можно, как бы, уже, так по-взрослому, скажем, можно использовать данные все прикольчики, вот, но новичок тоже не, скажем так, не промах.
Он немножко уже имеет оружие, но я же говорю, самое главное, ребят, это найти талоны. Талоны на рейде нашел, вот как я, да, 100, 200, 300, 400 и так далее, и погнал. Когда-то помню, вот я расскажу вам одну историю, то что, где я вот на основе у меня, почему у меня очень много талонов. Но это еще немного, у меня было раньше много талонов. Я помню момент, где я отдал, ну что-то как-то так... коряво переключается, непонятно, ну ладно. Короче, у меня был момент, я отдал 8500 талонов рейдерам. Как я это сделал? Просто отдал. У меня было около 10 или 11 тысяч желтых талонов. Где я их взял? У меня было за все время рейдов 3 базы, на которые я выносил 1650 или 80 желтых талонов. Вот именно 3 раза я рейдил данную базу, 3 раза я вынес по 1600. И вот таким вот способом я очень много нафармил талонов. И как бы, ну, мне некуда их было девать. Ну, открывать бункер, ну, открывал я какое-то первое время, знаете, открывал. Да, я открывал очень много бункера, там, все дела вот эти вот. Ну, блин, ну это так нудно, уже надоело мне реально открывать этот бункер. Начало появляться оружие на основе, понятное дело. Открываешь постоянно, через несколько дней открыл. Одно и то же выпадает, понятное дело, огнестрельчик, все дела, вот эти все моментики. Вот, ну, я потом думаю, да ладно, хрен с этим оружием, и мне, как бы, у меня есть, как бы, есть оружие, мне достаточно. Ну, то есть я не гонюсь там за миллион оружия и так далее, оно мне не надо. Мне нужно, чтобы я вот взял и побежал, вот и все. А собирать его я, честно скажу, не люблю, потому что это не прикольно собирать данное оружие. Ну, смысл, ну, положишь, пример тоже вам наведу, старый ник, первый Новый год, 2000, по-моему, не помню, 18 год, если я не ошибаюсь, 2017, 18 или 19, не помню, честно не скажу. Появился старый ник, там было задание. Старый ник обменивал 20 пластин, по-моему, 20 железных обычных пластин. Обменивал он их на ракетницы. В то время я наменял себе целый ящик ракетниц. Просто целый, большущий ящик ракетниц у меня лежал. И что вы думаете? Он у меня до сих пор лежит, ребят. Он у меня до сих пор лежит. Почему я не использую ракетницы? Я не знаю. Использую иногда, знаете, где-то может какой-то босс, какую-то ведьму, чтобы пердак подгорел у нее. Делаем. Конечно, я делаю это, но... Я, ну, как бы, ну, чтобы сильно как-то где-то их использовать, я не знаю, куда их использовать. Ну, взял я, вот, смотри, я взял огнестрел, какой-то обычный стандартный огнестрел, и погнал бункер бомбить. Вот и все. Больше я что-то там, ну, больше я ничего такого жирного, знаете, не делаю, ребят. Не знаю почему, ну, как-то вот так вот. Мне как-то вот так вот проще, не знаю почему. Вот, ну, не знаю, может, рано или поздно это огнестрел. Я знаете, что есть такая у меня одна инфа, что рано или поздно сделаю такую штучку, где вы свой весь огнестрел будете использовать. Вот я думаю, что 100% такая фишечка будет. Вот 100%, потому что знаю очень много ребят, которые, да, используют много всего, донатят в игру и так далее, и у них много огнестрела. Ну, я имею в виду, там, если они играют каждый день, там можно и без донатов насобирать, вот, но... Есть такие, которые, например, закидывают очень много денег, скажем так, вот, и они играют, там себе чилят и так далее. Но прикол в том, что у них лежит очень много огнестрела, и они не знают, куда его девать. Вот есть такая штука, есть. И я думаю, что время от времени как-то будет такая штука, где вам придется потратить данный огнестрел. Сделаю такую сложность, что лаборатория Генезис будет казаться вам просто обычной зеленой локацией. Вот я вам вот честно говорю, вот, чтобы вы понимали. Я не знаю, когда это будет, но это будет. Это будет по-любому, ребят. Так что те, кто собирает огнестрел, собирайте, он вам когда-то понадобится. И у меня есть такая история, да. Я на своих, как бы, на своем аккаунте основном, тоже у меня там много, скажем так, ну, как бы огнестрела, там ящиков, наверное, 15, не 15, наверное, 11, 12, где-то 13 ящиков огнестрела точно есть. Ну, плюс-минус, да, ну, будем считать 10 ящиков огнестрела. У меня оно лежит, я пошел какой-то рейд, вынес там 10, 20, 15 глоком, неважно. Ну, попадаются же такие базы, вы сами видите, кто смотрит рейды мои, и тот видит, сколько я выношу огнестрела. Вот. И рано или поздно я понимаю, что да, ребятки, все-таки...
сделают. Я думаю, что-то такое уникальное, что-то такое будет, что вы просто будете в шоке, вот реально. Там нужно будет миллион огнестрела, и вам нужно это все пройти, потому что получите какой-то там супер-мега-космический, там, не знаю, что-то такое интересное, которое, например, все захотят получить, но чтобы дойти туда, вам нужно будет просто чуть ли там, не знаю, чуть ли не продать полпочки, задонатить, и вот именно нужно миллион огнестрела, просто миллион. Вот может быть такое спокойно, свободно. И я думаю, что разработчики сами это понимают. Понимают, потому что прошло уже сколько-то, 6 лет игре, 6 лет. За 6 лет что игроки могут собрать? Я думаю, достаточно. Как я, например, собрал очень много всего. Все, кто смотрел мои ролики, все знают, сколько у меня всего лежит в ящиках. То есть даже у меня в YouTube есть ролики, я снимал обзор базы несколько раз, каждый год снимал. Вот. И в принципе, вот такая мыслишка есть, ребятки. Так что те, кто играет, понятное дело, вы по-любому рано или поздно используете свой весь огнестрел. Это будет 100%. Так что, вот я вам сказал, да, вот сегодня. А когда оно появится, вот вы мне напишите в комментарии: черешня, ты был прав. И все. Вот, ну, чтобы вы понимали. Я просто, когда говорю, я знаю, что я говорю, и оно вот так вот и будет. 100%. Ну, не 100, ну, будет по-любому. Вот. Ну, рано или поздно это будет. Так что вот такие вот дела, ребят. Я думаю, что время от времени будем как-то периодически перескладывать. Я лично буду свой арсенал. Я буду уже сортировать. Нужно будет сделать какую-то красивую сортировочку. На основе, особенно кому интересно, в принципе, могу запилить ролик какой-то, да, типа обзор там огнестрела плюс там, не знаю, складываем его, или как его там правильно назвать. Ну, вы поняли, в чем прикол я хочу вот вам сказать. Вот так вот, как-то будет. Я думаю, что сделаем, это будет, вопросов никаких не будет. Ну, так что будем стараться, конечно же, как-то это все дело делать. И рано или поздно выйдет какой-то босс, 150 новых боссов, там будет какой-то супер-мега-космический, чуть ли неубиваемый босс, типа как, знаете, типа как Лего, ну, короче, с лаборатории Генезис, там такой босс на голове, типа у Лего. Вы поняли, да, какой босс? Там вот снежный босс. Его сложно убить, потому что там и те бегают. Короче, неудобно его убивать. Но его возможно убить, если используешь 45 реаниматоров, тогда убиваешь, да, на харде особенно. Потому что на обычном режиме можно убить спокойно, свободно, а вот на харде вот нужно использовать 10, 20, 30, я, по-моему, использовал реаниматоров для того, чтобы убить давно черта, реально, вот, чтобы вы понимали. Вот такая вот темка есть, ребятки, так что не знаю, что вам сказать. Вы можете написать свою версию в комментарии, я почитаю, обязательно посмотрю, отвечу. Вот, я думаю, у меня лично такая версия. Вот это лично мое мнение, это может быть неправдой и никогда этого не будет, но вы понимаете, что все оно может быть, и нам нужно как-то готовиться к этому. Лучший совет — это просто собирайте этот огнестрел гребаный, который там, да, где-то что-то лежит. Вот, вы просто собираете его и нормально. Так, значит, мы с вами убили одну турельку, нам нужно 4, правильно? Значит, погнали на 4-й этаж. Давайте здесь также пробежимся по-быстренькому, то есть завалим этих всех чепушил вонючих, зомбатских. Вот, но мое мнение, это, ребят, какой-то новый босс, новые, вернее, боссы, не один, не два, а вот именно пачка боссов, просто пачка боссов залетает в какой-то новый бункер. Вот, я думаю, что в основном, вот, да, писали там разрабы, что весной или когда, я уже сбился, когда они там что писали. Короче, они когда-то говорили, что будет какое-то глобальное обновление осенью или весной, или что-то там, я не помню, ребят, точно когда. Это можете посмотреть в ВК в группе, где-то там что-то они такое выписывали. Вот, и я думаю, что они что-то такое планируют. Но мое мнение, лично бы, что я хотел, я вам могу рассказать, что я хотел. Я много чего хотел, ха-ха. Вот. Первым делом, что бы я хотел, конечно, изменить, это новый бункер. Новый бункер, друзья. Просто новый, просто бункер. С новыми зомби. Абсолютно новый. Добавить туда
каких-то, может быть, наемников, то есть, чтобы ты мог брать с собой каких-то выживших и с ними проходить. Да, понятно, онлайна не будет в этой игре, ну, скорее всего, ну, вот, но хотя бы брать с собой наемников. То есть, нанимать, да, когда у нас были наемники, было прикольный ивент, мне он очень понравился. Вот наемники топовый ивент, ну, вот, каких-то наемники в бункер, плюс наемники, ну, вот, в принципе, в любую локацию ты можешь брать, это было бы круто, это раз. Вот, еще что, это конечно, это нужно даже использовать в первую очередь, это изменение, это рейды, ребят. Вот рейды изменить полностью, абсолютно полностью. Поставить к рейдерам там бегунок, не знаю, какое-то радио, что-то еще, чтобы выбирать, да, какие рейды. То есть 3 уровня выбора, там, например, рейдеров, то есть там, например, первый уровень, там такая уровень сложности, самый легкий, да, для новичков, например. Ну, вот, второй это средний, к примеру. Третий это будет, например, там мега-супер космически там сложно, да. И самый там экстрим поставить какой-то режим, типа 4, например, уровня в рейдеров поставить, там ты можешь при достижениях, скажем так, 200, ну, максимального уровня, например, выжившего, ты сможешь выбирать уровень рейдов, к примеру, да. Выбираешь себе максимально сложный, там, экстремальный, там, средний, легкий, там, для новичков, ну, как кому удобно. То есть я, прокачанный на основе, я могу максимально сложный, вам будет интересно это смотреть. Это понятно. Вот. Но, изменить так эти рейды, что базы как-то генерировались, или как это назвать, чтобы они были разные. Не было такого, чтобы повторялась база. Эти базы постоянно повторяются, и как бы не хотелось бы, чтобы базы повторялись. Вот вы сами понимаете, да, ходим мы с вами на рейды, все дела, а базы-то повторяются, ребят. Вы замечали, сколько уже на повторе было баз? Вот, это не прикольно. Лично мне, ну, как бы, я-то могу рейдить, в принципе, без проблем, да, ходить на них, но было бы круто, если бы просто их изменили. Вот взяли, изменили рейды. Вот изменили просто. Идешь на базу, она там генерируется сама, как нейросеть какая-то, создается там база, там, не знаю, какую-то, или сделать просто, ух ты же эпический, ты космический богодубум, чуть не умер. Вот. Или создается там просто какая-то генерация этой базы, там, я не знаю, ребят. Ну, короче, идей много, чтобы сделать... Да давай ты умирай, гребаная турель. Вот, идей много. Просто, я не знаю, или у них нет ресурса какого-то, или желания это сделать. Я не знаю, ребят, как это правильно оно говорится, но я бы просто сделал генерацию. Добавить гребаный бензорез. Сделать базы с металл комнатой, там, не знаю, чтобы резать там. Ну, короче, ребята, можно просто космически много. И если бы сделать эти изменения, ой, это было, блин, я думаю, игра бы просто взорвалась заново, как в 2017 году. Кто не знает, как взрывалась игра в 2017 году, я вам расскажу, как она взрывалась. Это была самая популярная игра в Play Market. Чтобы вы понимали, любой там начал, ну, все начали ее снимать. Начиная с Романа Флоки и Леги Плея, там еще, ребята, много тоже было. Вот помню у Леги Плей, ну, Ол тот знает, кто это такой. Вот. У него, блин, онлайн был. Просто, короче, добавили бункер. Я не помню, какие... был бункер, там что-то или добавили новые этажи, или что-то еще, где появился первый бензобак за решеткой. У меня есть эти видосы старые, можете посмотреть. Вот. Добавили бункер, Лего запускает стрим, на тот момент у него было 300 тысяч чем-то подписчиков, это точно я помню, 300 тысяч я еще запомнил, у меня было 1000, у него 300 тысяч, у Флоки был 1 миллион или что, я не помню, ну, короче, неважно там, сколько было, столько было, вот, и, короче, он запускает онлайн, и просто онлайн 20 тысяч онлайна на бензобаке. Вот именно на обновлении бензобака 20 тысяч онлайн. Вот тогда вот это была мега популярная игра. Это просто космически было охрененно. Я помню, даже разрабы сами скидывали скрин студии, где они смотрят. Или Легу смотрели, или кого-то. Да, по-моему, он был тогда самый популярный вот по этой игре. Вот. Сами разрабы смотрели, что-то там какие-то комментарии им писали, не помню. Вот. И
Это было круто, вот это я понимаю, было круто, вот, потому что, ну, сейчас как-то, чтобы, ну, скажем так, сделать такой онлайн, это вообще нереально, это нужно, я не знаю, что сделать, это тут нужно добавить, вот именно в этот режим, добавить онлайн, вот чтобы вот, да, вместе с вами бегали, вот тогда да, вот тогда будет такой онлайн, сейчас не будет, понятное дело. Вот, если бы сделать такие вот все вот, да, интересные изменения, это я не знаю, сколько мы убили троллей, раз, два, сейчас я посчитаю, 3, 4, так мы все убили, все, я могу выходить. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Это нужно скинуть. Да, поехали, скинем это все дело и заберем что-то там с ящиков. Так, ребятки, давайте, наверное, забираем вот это все дело. Конечно, придется 2 раза бежать, да, 2 раза бежать по-любому придется, не хотелось бы. Ну ладно, давайте так, я быстренько сейчас все складу, и мы телепортируемся домой, окей? Поехали. Так что, друзья, вот такие вот пироги. Напомню вам, что можно было бы, конечно же, реанимировать данную игруху очень-очень хорошо. Но для этого нужно, конечно же, постараться, как-то что-то изменить, что-то добавить, что-то убрать и так далее. Так что вот такие дела. Не знаю, какое у вас мнение, я лично думаю вот так вот, как я вам рассказал. Вот, сделайте что-то интересное, а если будет круто сделать в секторе 7 рейды или же бункеры чистить вместе, добавить Ми-24, летать на другие территории, это просто было бы космос. Но как-то вот так. Так, а что у нас не засчитало? Я слышу много раз про зачистить этот этаж от зомби. Так подождите, я же зачистил. Эх, придется идти назад. Ладно, друзья, вас больше не задерживаю, пойду пройдусь еще раз. Вам спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.